Привет, друзья, меня зовут Роман, и вы на канале Про Выбор. Прошло меньше года с момента выхода моего последнего ролика, но про канал я не забыл. И вот, наконец, к нам зашли новые телевизоры 2023 модельного года, практически от всех производителей. И в этом ролике я расскажу про телевизоры Samsung. Посмотрев этот ролик до конца, вы узнаете, какие категории телевизоров есть в новом году, узнаете, чем отличается каждый телевизор друг от друга и сможете подобрать телевизор именно под свои потребности. Погнали! Начнем с того, как распознать телевизоры 2023 модельного года. Тут ничего сложного нет, достаточно посмотреть на название модели. Если рядом с цифровой маркировкой будет буква C, ну или если по-английски C, то перед вами телевизор 2023 года. Например, CU8000 или QN60C. В 2022 году телевизоры маркировались буквой B, BU8000 и QN60B, а в 2022 буквой А, ну и так далее. Но несмотря на огромное разнообразие моделей, все телевизоры 2023 года можно объединить в 4 крупные категории. Это Crystal UHD телевизоры, QLED телевизоры, Neo QLED телевизоры и OLED телевизоры. И как всегда начнем обзор всех линеек в порядке повышения стоимости. Бюджетная линейка телевизоров Samsung именуется Crystal Ultra HD телевизорами. И как понятно из названия, даже эти модели могут похвастать 4К разрешением и функцией HDR. Подходят такие телевизоры тем, кому нужен просто хороший телевизор без огромных претензий к качеству картинки. И в 2023 году в эту линейку входят 3 телевизора. Это CU7100, 8000 и CU8500. CU7100 это стартовый, но весьма неплохой вариант телевизора. Из ключевых отличий можно выделить один порт USB вместо двух, ну и отсутствие голосового поиска на пульте. Но это так себе отличие, если честно. Ведь одновременно с двух флешек вы все равно фильм смотреть не будете, а голосовым поиском воспользуетесь, в первые дни после покупки. Главным же отличием, из-за которого я бы порекомендовал переплатить за 8000 серию, это глубина телевизора. Ведь CU7100 почти 6 см в глубину, а 8000 серии чуть больше 2,5. Поэтому если вы хотите повесить телевизор на стену, то я бы рекомендовал именно 8000 модели. Между собой телевизоры 8000 и 8500 отличаются только видом ножки, по краям или по центру. В остальном это полностью одинаковые телевизоры. Что? Прости? Что ты такое говоришь? Но если вы выставляете более высокие требования к качеству картинки, то вам лучше рассмотреть телевизоры из другой линейки, о которой я расскажу далее. Следующая серия телевизоров это QLED телевизоры. И более подробно про отличия QLED и LED телевизоров я рассказываю вот в этом своем ролике. Но если в общих чертах, то QLED телевизор это тот же LED телевизор, просто с дополнительным квантовым фильтром на матрице. Благодаря квантовому фильтру телевизоры становятся ярче и контрастнее, отчего такие модели просто на порядок выше по качеству картинки. И в 2023 году QLED телевизоры имеют 3 основные модели. Это Q60C, 70 и Q80C. Встречаются еще и промежуточные варианты, но отличаются не только по дизайну. Q60C это стартовая модель QLED телевизоров, который, как и телевизоры с предыдущих линеек, имеет 60 Гц и боковую подсветку. Q70C имеет уже 120 кадров в секунду, позволяя более плавно просматривать динамичные сцены, ну или с большим комфортом играть в игры. Q80C, помимо повышенной частоты кадров в секунду, имеет еще и прямую Direct LED подсветку, позволяя более точно подсветить нужные элементы на матрице, делая изображение еще более контрастным. Однако из-за использования Direct LED подсветки телевизоры Q80C имеют намного большую глубину, почти 5 см, что может негативно сказаться при установке телевизора на стену. Да и 120-герцовая технология используется не на всех телевизорах, исключением составляет 50-я диагональ. Наверное, потому что 50 дюймов самые распространенные модели и на них решили сэкономить. Серия Neo QLED телевизоров представляет собой следующий уровень в качестве отображения картинки. Ведь в этих телевизорах помимо квантового фильтра используются диоды маленького размера, но в огромном количестве. Называется такая технология Mini-LED. И благодаря использованию маленьких светодиодов их удалось разместить в большем количестве за большим количеством пикселей, что позволяет подсветить не большую область матрицы,
а только маленький блок пикселей, делая картинку еще более контрастней и красочней. В 2023 году линейка Neo QLED телевизоров представлена в 6 моделях, которые тоже можно объединить в две крупные категории с 4К и с 8К разрешением. И в линейку с 4К разрешением входят 3 телевизора, которые аналогичны моделям 2022 года. Это QN85C, QN90 и QN95C. Кстати, про выбор телевизоров Samsung 2022 года вы можете узнать из этого моего ролика. А сейчас давайте вернемся к выбору новых моделей. Начиная с модели QN85C, телевизоры уже имеют поддержку частоты кадров 120 Гц, что позволяет более плавно просматривать динамичные сцены. С модели QN90C телевизоры имеют более продвинутую систему подсветки HDR Neo Quantum HDR+, благодаря которой улучшается детализация изображения, особенно когда демонстрируется темное на темном или светлое на светлом. QN95C имеет мощную встроенную звуковую систему и при подключении к хорошему ПК будет выдавать 144 Гц, что особенно оценят геймеры. Помимо этого, данные модели телевизоров изготавливаются из более премиальных материалов, что позволило уменьшить толщину телевизора до 17,4 мм. Если же рассматривать 8К телевизоры, то у вас на выбор будет 3 модели. Это QN700, 800 и 900C. И все эти модели оборудуются блоком One Connect, позволяющим более эстетично повесить телевизор, ну или расположить его без кучи свисающих проводов. Ведь к телевизору нужно будет подключить только блок One Connect, а уже все различные внешние устройства, ноутбук, домашний кинотеатр, саундбар, подключается к блоку One Connect, который можно спрятать отдельно от телевизора. Если рассматривать отличия в этих моделях, то они опять же не слишком существенны. QN700C показывает с частотой 60 кадров в секунду и имеет звуковые динамики с общей мощностью в 50 Вт. QN800C уже может похвастать 120 Гц и звуковыми динамиками на 70 Вт. Флагманский QN900C имеет уже 144 Гц при подключении к ПК и встроенный звук на 90 Вт. Ну и отдельной категорией стоят OLED-телевизоры, ведь в них нет необходимости в дополнительной подсветке матрицы, так как пиксели подсвечиваются самостоятельно, отчего удалось полностью избавиться от ореола вокруг яркого изображения на темном фоне и удалось достичь максимально глубокого черного. Ведь там, где необходимо показать черный, пиксель просто отключается. А теперь давайте разберем основные отличия OLED-телевизоров 2023 модельного года, в которые входят уже два телевизора S90C и S95C. И несмотря на то, что S90C является стартовой в линейке OLED-телевизоров, даже она может похвастать частотой смены кадров 144 Гц и яркостью в 1300 нит. Однако у него основной мозговой блок вместе со всеми портами встроен в корпус самого телевизора, из-за чего толщина в самом толстом месте составляет 39,9 мм, хотя в самом тонком месте толщина составляет около 1 см. Модель S95C, во-первых, имеет яркость в 1500 нит, а во-вторых, в ней есть блок One Connect, позволяющий вытащить самую толстую часть телевизора отдельно от телевизора, из-за чего толщина будет составлять 11 мм, и телевизор можно более эстетично повесить на стене, ну или без проводов расположить на столе. Итого модельный ряд 2023 года богат и разнообразен, и это не сказать, что плохо, ведь теперь каждый может сделать выбор, исходя из своих потребностей, и не переплачивать за ненужные функции. А я надеюсь, мой ролик поможет вам сделать этот нелегкий, но очень важный выбор. А на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.